Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же она хочет вам сказать, но боится? Она очень хочет поговорить. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Смотрите, здесь у вас проигрывается ситуация, когда однозначно у вас был какой-то конфликт, либо разрыв с вашей любимой женщиной. Женщиной, с которой вы строили, да, вот кирпичик по кирпичику отношения, либо же семью кто-то строил. Но здесь проигрывается однозначно ситуация, когда, вот знаете, ну, грубо говоря, когда вас использовали, когда женщина поматросила и бросила, да. Вот, ребят, без обид говорю как есть, понимаю, что не очень приятно звучит, но тем не менее говорю то, что вижу. Женщина, которая, во-первых, это может даже проиграться, что ни одна женщина в вашей жизни такая была. У кого-то 2-3 брака, либо же отношения, когда женщины вот как будто тянут из вас, да, вот тянут деньги, тянут какие-то выгоды. Ну, то есть вас раскручивают по жизни со всех сторон. Это, конечно же, печальный момент такой, вы это все понимаете, но по-другому, вот как-то вот другим быть вы не можете. Потому что, во-первых, вы щедрый человек, вы, в общем-то, имеете деньги, да, вот многие из вас, несмотря на то, что это общий расклад, вы имеете деньги, и, конечно же, вы их не будете куда-то в кубышку складывать. Вы, естественно, и делитесь, и вкладываете в семью, в детей, в любимую женщину, да, ну, то есть вы такой, вы другим не умеете быть. Напишите в комментариях, вот вы понимали, либо же сейчас вот понимаете, что, ну, ваши женщины, либо жены ваши, ну, реально вас просто использовали. Вот напишите, ребят, ну, честно, положа руку на сердце. Вы человек вообще, вот вы по жизни такой страстный, да, вы любите и те же интимные моменты, плотские утехи, то есть страстей и ревности у вас не отнять. Но в то же время вы такой человек, которого, ну, к сожалению, очень легко обвести вокруг пальца. Но это говорит о том, что вы, во-первых, доверчивый, у кого-то, может быть, даже какая-то немножко наивность есть, да, вот, ну, чересчур уже такая доверчивость, несмотря на то, что вы мужчины, взрослые, состоявшиеся. Работа, вот смотрите, вот работа, я не скажу, что она сейчас как-то вам приносит особое удовольствие, потому что, ну, я не вижу человека, ради которого вам нужно было бы зарабатывать, да, то есть, но нет мотивации, нет любимой женщины. Вот я на данный момент, это уже у нас как бы с расклада в расклад переходит в сигнификации. Именно вот этот вот момент, что вам нужна всегда мотивация, чтобы что-то делать, чтобы зарабатывать, да, чтобы на кого-то тратить деньги. Ну, понятное дело, кто-то из вас, у кого есть дети, могут детям помочь, там, у кого есть родители, еще родителям. Ну, а на себя, да, ну, многие скажут, а сколько мне надо, да, вот для себя как-то не очень интересно зарабатывать. Вы человек, который всегда придет на помощь. Вы всегда поможете, даже, возможно, и не просить. Но опять же, это все крутится вокруг да около, вокруг да около вот вашей именно такой, знаете, открытости, щедрости, о которой я только что говорила. Вот вы очень щедрый человек и финансово, и душой. Вы будете помогать, вот, ну реально, вас не нужно просить, тянуть за шкирку и что-то заставлять делать. Вы сами видите, человеку плохо, либо же человек болеет, слабый, да, вы можете там, я не знаю, донат, может быть, скинуть кому-то, если нужна какая-то помощь. Ну, вплоть до того, что где-то увидели объявление там больному ребенку, либо еще что-то. Я сейчас утрирую, ну, то есть вот такие вот довольно разные ситуации в жизни бывают, да, и вы человек, который всегда откликнется на чужую беду. Вот знаете, почему-то хочется сказать, что когда вот женщины возле вас находятся, от вас вот исходит какая-то надежность. Я это к чему говорю, да, вот идет какая-то такая особая атмосфера сейчас от расклада, да, вот некоторые карты мне об этом говорят. Вот женщины поначалу, вот да, вот в самом начале отношений, когда все хорошо, все замечательно,
Они чувствуют, ну, такую какую-то теплоту, надежность, верность, да, вот именно вашу верность женщины чувствуют. Но потом, вот, ребят, вы их просто своей любовью, своей заботой, ну, балуете. Вот как это парадоксально не звучит, да, потому что любой нормальный человек, когда влюбляется, хочется отдать себя до последней клеточки. Ну, у вас вот получается немножко по-другому, к сожалению, да, вот настолько вот от вас исходит даже вот какое-то тепло, да. Э, Кто-то может сказать, ну, понятно, мы же не в морге, да, конечно, тепло происходит, от нас исходит. Но это так, шутки шутками, ребят. Но есть у вас такая надежность, да. Опять же, это может как-то вот энергетически чувствоваться. К вам даже вот тянутся люди. Вас могут любить дети. Бывает даже, вот знаете, ситуации, когда придешь, допустим, кому-то в гости, там, ну, к знакомым, к приятелям кому-то, а маленькие ребятишки могут, да, вешаться вам на шею, прыгать, играть, забавляться с вами. Ну, то есть такие моменты. Напишите, ребят, у кого есть такие дела. Так, ну смотрите, я не вижу, конечно, что ваше сердечко трепещет. Оно не может трепетать, потому что оно в дрободан разбито. У кого-то оно было разбито недавно, у кого-то уже какой-то срок прошел, да, потому что это общий расклад, мы не забываем. Но уже хорошо, что вот несмотря на какие-то жизненные такие перипетии, вы все равно надеетесь на лучшее. Вот вы надеетесь, что все равно, вот хоть через месяц, через два, через год, да, все равно будет какой-то проблеск и начнется светлая полоса в вашей жизни. Хотя я вам скажу, что среди вас, конечно же, есть и такие, кто уже вообще ни во что не верит. Ну, вообще ни во что не верит. Я просто говорю вот разные ситуации, потому что меня разные мужчины смотрят, я это понимаю. Про каждого конкретно, к сожалению, я не могу сейчас рассказать, потому что вас много, а я одна. Это разве что на личный расклад, там более подробно мы будем говорить. Но маленькая надежда есть. Итак, давайте-ка будем разбираться, кто же хочет поговорить с вами, но боится. Кто бы сомневался. Смотрите, мне показывают ситуацию, что это женщина, которая сейчас находится с вами на расстоянии. Скорее всего, это женщина, которая была, либо же должна была стать матерью ваших детей, да, которая вами манипулировала, но с которой вы не общаетесь. Это может проиграться у кого-то, да, это у кого-то проиграется бывшая, у кого-то может проиграться ситуация, допустим, вы, может быть, до конца еще и не разошлись, не развелись, да, а, ну, может быть, разъехались, да, вот бывают ситуации, что нам нужно пожить отдельно, как говорят, да, вот при токсичных отношениях, когда любовь прошла, когда уже все. Но здесь женщина очень и очень непростая. Да, она может быть внешне хорошенькая, она может быть и фигуристая, да, и неважно, она была в прошлом, у кого-то проиграется, ребят, я поясняю, у кого-то это бывшую будет касаться, у кого-то та, что вы сейчас в отношениях, но может быть вот конфликт, разъехались, да, вот, ну, то есть вы особо не общаетесь, потому что в конфликте. Просто переворачивайте под себя информацию. Смотрите, женщина, которая профессионально просто умеет другими управлять, женщина, которая... Но она заставила и вас страдать очень и очень много. Она такая, знаете, вот хочется почему-то сказать, что она очень продуманная. Она такая себе на уме. Да, она может быть привлекательная, но она настолько продуманная. Она, она просчитывает на 10 шагов вперед. Это женщина, которая несет вообще как-то, знаете, вот разрушительную энергию. Но сейчас, вот сейчас ей самой плохо. У нее не очень хороший период. И смотрите, вот даже те, кто вроде бы и не разошелся, да, вот даже о вас я сейчас говорю. А потом мы поговорим о тех, кто, ну, холостой, да, так скажем, чтобы просто было понятно, потому что меня все смотрят и женатые, и не женатые, поэтому будем отдельно разговаривать.
Смотрите, те, кто сейчас находятся, может быть, на расстоянии, может быть, вы ушли с дома, уехали, да, ну, то есть вы еще так как-то более-менее пытаетесь сохранить отношения. Ваша женщина на расстоянии понимает, что ей плохо, что она без вас не потянет даже финансово. Она понимает, что вы отдаляетесь, и вы, возможно, урезали деньги, может быть, либо же перестали вообще давать, либо же очень мало стали, намного меньше давать. А она-то привыкла к хорошей жизни, а она-то привыкла к красивой жизни, да? Она начинает понимать, что еще немножечко и вы так можете развестись. Напишите, ребят, у кого есть такая ситуация, да, что вот вы еще официально не разошлись, но уже очень-очень близки к этому. Поэтому она хочет поговорить с вами, она хочет примириться. Она будет использовать разные рычаги давления. Конечно же, карта мира нам падает. Она будет свои вот эти вот лицемерные игры устраивать очень-очень так профессионально. Потому что она же манипуляторша. Она же сразу выпала, вот она манипулирует. Она оденет такую маску добродетели, она может даже прийти первая мириться. Она начнет рассказывать: прости, я все поняла, там я такая сякая, нехорошая. Ну, в общем, то есть вот такие вот сказки про белого бычка она вам расскажет 100%, потому что ей нужно помириться, ей нужны денежки. Пентаклики ей очень нужны, понимаете, ребят? Поэтому держите ухо востро. Она хочет мириться, но не потому, что она поняла, как вы ей дороги, как вы ей нужны, как она вас любит, да? Она вот хочет помириться именно ради красивой жизни. Вот эти вот три карты очень хорошо об этом говорят, да? Вот лицемерие. Человек имеет двуликую внешность, маску, так говоря, да? Ну, то есть по-простому она носит маску. Вот она оденет с вами маску такой добродетели. И попробуйте ее снять, ребят. Поэтому будьте бдительны. Здесь человечек не хочет с вами разводиться, не хочет вас терять, просто потому, что она потеряет, ну, доходы. Она понимает, что она будет делить тогда машины, квартиры, там все, что у вас есть. А этого не хочется, правда? Давайте теперь посмотрим, кто хочет с вами поговорить. Холостяки, да? Холостяки, у кого нет женщины. Кто же хочет с вами поговорить? Ух ты! Ну это трэш, ребят, ситуация повторяется. Вы посмотрите, одни и те же карты. Но я так подозреваю, что снова нарисовала здесь бывшая. Ну это вообще, да? Вот история повторяется. Что женатые, что не женатые. Женщины одинаковые, коварные, да? Смотрите, с вами хотела бы очень сильно пообщаться дамочка из вашего прошлого, с которой вы, скорее всего, ну, либо же не общаетесь, либо же, может быть, редко общаетесь по каким-то очень важным вопросам, ну, типа детей, там, может быть, еще какие-то неулаженные моменты. Но вам бы не хотелось с ней от слова совсем общаться. Вот вы ее хотите забыть, как кошмарный сон. Кто-то даже начал чувствовать вкус свободы. И такое может еще проиграться, что вроде бы да, вроде бы вы ее любили, но когда вот эта птичка-мозгоклюйка осталась далеко, ну, вам как-то легче жить и легче дышать стало, с одной стороны, да? Хоть с другой и грустновато. Поэтому, смотрите, здесь история повторяется. Ну просто я в шоке, да, ну как можно из колоды Даже на дне колоды, ребят, точно такая же карта, как только что я рассказывала, туз пентаклей. То есть, в принципе, здесь ситуация та же самая. У кого-то из вас может подлезть, вот именно подлезть, по-другому я не могу это назвать, ваша бывшая зазноба. И пытаться вот какими-то путями с вами мириться. Это будут снова ухищрения, это будет снова же у нас лицемерие, да, вот. Она будет пытаться быть с вами и хорошей, и такой даже может быть заботливой, любящей. Она может пригласить вас куда-то, да, чтобы посидеть. Ну, посмотрите, ну здесь даже говорить нечего. Вот она хочет быть королевой пентаклей, как она была раньше. То есть она хочет быть обеспеченной женщиной, которая все имеет, которую все кружат и которая ни в чем, в общем-то, особо не нуждается. Поэтому, ребят, я резюмирую. В принципе, здесь и так все понятно. Хоть вы живете в отношениях токсичных, хоть вы холостяк, да, но с вами хотят поговорить ваши женщины.
Ну, к сожалению, всего лишь ради выгоды, да, вот они хотели бы с вами поговорить, они хотели бы помириться с вами, но только чтобы вернуть ту красивую жизнь, которую вы ей старались дать. Вот в чем вся печаль, да, вот не ради любви, не потому что вот она поняла, что вы лучший мужчина на свете, вот, к сожалению, не поэтому, а просто ради вот красивой жизни, ради денежек, чтобы ни в чем не нуждаться, потому что без вас вот как-то они не тянут. А все те жезлы, по которым они прыгали, особо их не обеспечивают. Они думали, что они будут в шоколаде купаться, да, там, в золоте, бриллиантах, а оно не тут-то было. Поэтому вот как-то так, ребятушки, будьте бдительны, не ведитесь на разные сказки. Доверяй, но проверяй. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!